Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог. Сегодня вы узнаете рецепт очередной содовой маски. Сода – это отличный компонент, очень доступен, очень эффективен в домашнем уходе. Отлично шлифует поверхность кожи, убирает пигментацию, дополнительно смягчая кожу, разглаживает также самые глубокие морщины. Сегодняшняя маска подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Также для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна, и утром ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые, доступные ингредиенты. Маски на основе соды дают очень хороший омолаживающий эффект, поэтому я очень часто использую соду для приготовления домашних масок. Сода – отличный компонент, который вы можете использовать для смягчения кожи, для шлифовки поверхности кожи, для осветления пигментных пятен. И содовые маски отлично омолаживают кожу. Возьмите 1 чайную ложку пищевой соды. Соду возьмите без горки, так, чтобы не было комочков. Если имеются комочки, то их, конечно же, обязательно уберите. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится рисовая мука. Возьмите рисовую муку либо готовую, либо самостоятельно приготовьте ее в домашних условиях. Возьмите белый рис, не промывая его, перемелите в кофемолке и используйте рисовую муку для приготовления домашних масок. Рекомендую приготовить большее количество рисовой муки, так как она очень часто используется в домашнем уходе. Рисовая мука хорошо осветляет кожу, хорошо омолаживает, в момент подсыхания дает подтягивающий лифтинг-эффект. Также возьмите 1 чайную ложку рисовой муки, муку возьмите без горки. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится дрожжи. Можно использовать быстрые дрожжи. Также для домашнего ухода хорошо подойдут и дрожжи из брикетов. Дрожжи хорошо питают кожу, также дают подтягивающий хороший эффект, хорошо смягчают и убирают даже самые глубокие морщины. Если вы используете быстрые дрожжи, возьмите 1 чайную ложку дрожжей без горки. Если вы используете дрожжи из брикетов, то доведите их до комнатной температуры. Также возьмите 1 чайную ложку дрожжей и добавьте в сегодняшнюю маску. Кстати, эту сухую заготовку вы можете приготовить заранее и по мере необходимости делать из нее маски в зависимости от вашего типа кожи. Эту сухую заготовку можно хранить неограниченное количество времени. Главное, чтобы хранение было правильным при комнатной температуре в стеклянной или пластиковой тубе. Также сегодняшнюю заготовку очень удобно брать с собой в различные поездки, так как процесс приготовления домашней маски на основе этой заготовочки будет очень быстрым. На этом этапе главное правильно смешайте, очень хорошо уберите все комочки, которые имеются, и чтобы все компоненты были равномерно между собой распределены. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится молоко. Можно использовать молоко любой жирности. Если у вас очень сухой тип кожи, то возьмите молоко или сливки высокой жирности. Если у вас комбинированный тип кожи, либо жирный, то можно использовать обезжиренное молоко. Нужно взять 2 чайные ложки. Кстати, молоко и все другие компоненты, которые вы используете в процессе приготовления домашней маски, должны быть комнатной температуры. Если вы молоко только что достали из холодильника, подержите его на водяной бане, слегка подогрейте, чтобы оно не было холодным. Все компоненты, которые вы добавляете в маску в холодном виде, плохо взаимодействуют между собой. Также тщательно смешайте все компоненты. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно взбивайте ингредиенты. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. На этом этапе маска уже должна иметь приятную консистенцию. Все добавленные ингредиенты хорошо между собой взаимодействуют. И также соблюдайте порядок добавления компонентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится масло розы. Косметическое масло розы вы можете приготовить самостоятельно. Возьмите небольшое количество лепестков роз, наполните ей баночку и залейте сверху оливковым или маслом подсолнечника первого холодного отжима. Время настаивания этого косметического масла составляет 3
3-5 дней. В процессе настаивания этой масла это настаивается при комнатной температуре в темном месте в течение 3-5 дней и используется в домашнем омоложении. Также на основе лепестков ромашки, листьев мяты или аптечной лекарственной травы вы можете приготовить самостоятельно косметическое масло, которое активно ухаживает за кожей. Кстати, у меня есть плейлист, оставлю ссылку в первом закрепленном комментарии, как в домашних условиях приготовить косметическое масло на основе различных растительных компонентов. Нужно взять 10 капель косметического масла. Домашнее косметическое масло не только хорошо омолаживает кожу, но имеет очень приятный аромат, что делает процесс нанесения и применения этой маски очень приятным. Маска имеет очень приятную консистенцию. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, это обычный аспирин 0,25 мг, размочите их водой комнатной температуры. Нанесите эту кашицу на влажную умытую кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. В момент нанесения сделайте скрабирующий массаж в течение 3 минут. Затем умойте кожу лица водой комнатной температуры и приступайте к нанесению домашней маски. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю, для сухого типа кожи 1 или 2 раза в месяц. Наносите эту маску по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Также эту маску нанесите на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите маску на кожу вокруг глаз по косточке, не заходя на слизистую оболочку. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску влажным махровым полотенцем и смойте ее водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.